Привет, друзья! Рада вас снова видеть на своем канале. Сегодня мы поговорим о фильмах, которые запали мне в душу и которыми я хочу поделиться с вами. На самом деле фильмы я не очень люблю смотреть. Я больше люблю читать какие-то книги, либо слушать их на Литресе, либо слушать каких-то спикеров на Ютубе. Но, как оказалось, фильмы мои любимые тоже есть. И первая подборка небольшая — это фильмы о том, как герои, попадая в какие-то определенные обстоятельства, должны были сменить свой способ мышления и способ жизни, чтобы выйти на новый уровень. Это фильм первый «Титаник», как герою Леонардо Ди Каприо посчастливилось на какой-то момент стать мужчиной богатой женщины, состоятельной, из высшего общества. И эта история любви очень трогательная, но фильм, конечно, очень объемный, очень шикарный, роскошный, бюджет большой. Хочется смотреть и смотреть на всю эту роскошь и все эти декорации, но финал, конечно, очень трагичный. Но сама история романтичная и захватывающая. Другой фильм из советской эпохи «Москва слезам не верит». Героиня Катерина, девушка из провинции, приехала поступать в Москву, чтобы учиться и жить в дальнейшем в этом городе. Но так складываются события, что ей приходится врать молодому человеку о том, что она на самом деле дочка богатых родителей. Так случается, что молодой человек ведется на это, у них происходит близость, и все ее мечты в какой-то момент рушатся об институте, о совместной жизни с ним. Но Катерина становится сильной женщиной, она и поступает в институт на следующий год, работает на заводе, растит дочку. И через какое-то время ее жизнь кардинально меняется. Как человек своим трудом, своим упорством, своим силам духа сумел все обстоятельства, которые не были в его пользу, переменить на другой фокус, на фокус более адекватной, хорошей жизни. Этот жизненный путь этого человека тоже вызывает восхищение и заслуживает уважения. «Красотка» — один из фильмов, который я написала. Более, конечно, такой момент — это случай. Случай в том, что девушка, конечно, с мозгами выживает как может, но в какой-то момент ей попадается богатый мужчина, с которым она находит какой-то коннект. И не каждый, конечно, смог бы так, потому что люди все абсолютно разные. Но в данном контексте все получается хорошо, и девушка из более низшего общества выходит на новый уровень. Я не сторонник таких историй, но почему случай не может изменить жизнь человека? Я за эту конструкцию. Нужно всегда верить в лучшее и не зацикливаться на каких-то своих негативных проблемах. Об этом еще можно назвать отдельный фильм «Секрет». «Секрет» — фильм о визуализации нашего пространства. Когда ты что-то хочешь, но у тебя нету в этой реальности пока. Ты можешь визуализировать это и вспоминать, что есть другое пространство, но визуализировать тоже нужно правильно. Визуализировать нужно представлять себя в том, в чем ты хочешь. Если ты хочешь какие-то счастливые отношения, ты должен представлять себя и какого-то партнера, как вы счастливы вместе с ним идете, воспитываете детей, либо же это дом какой-то красивый, как вы там готовите ужин, именно как вы, а не просто дом отдельный и не просто какую-то девушку отдельную. Да, вы можете и увидеть такой дом, и увидеть такую девушку, но вы не будете в контексте этой реальности, это будет мимо вас проходить.
обязательно нужно визуализировать, когда именно ты в этой машине, либо ты с каким-то человеком. И тогда обязательно, конечно, нужно прикладывать действия, но обязательно это исполнится, если очень верить и каждый день вспоминать об этом. Советские фильмы, как вы поняли, я вообще люблю. И сейчас я хочу сказать о фильмах, которые мне всегда поднимают настроение. Это «Иван Васильевич меняет профессию», первый фильм, про царя, как он попал в настоящее в советское время. Какие там музыкальные композиции, какие выражения. Очень такой фильм, который запал мне в сердечко. И даже я нашла песню Высоцкого, вот эту «Эх, раз, еще много-много раз». И я ее добавила себе в ВК. Иногда она у меня проигрывается, но она тоже под настроение. Конечно, не всегда я могу слушать, как обычную попсу, но все же. И следующий фильм — это «Бриллиантовая рука». Очень такой легкий фильм о приключениях советского гражданина, который никогда не был за границей. Советую обязательно посмотреть. Ну и последний фильм, о котором я хочу сказать, это «Дорога перемен». «Дорога перемен» достаточно тяжелый фильм, но он помог мне переосмыслить мою жизнь на самом деле, что в какой-то момент я поняла, что я сижу в рутине, и я не хочу так больше. Как бы тяжело это не хотела обсуждать, но никто от этого не уходит, если ты осознанно не подходишь к этому моменту, если ты осознанно не понимаешь, что ты не двигаешься дальше, то приходится все кардинально менять. «Дорога перемен» — фильм о молодой паре, амбициозной паре, которые мечтали поехать в Париж, мечтали там жить, но быт и рутина семейной жизни, покупка дома, муж устраивается на работу в офис, жена становится домохозяйкой, дети. Это все поглощает их, и они становятся неинтересны друг другу. Муж заводит любовницу, жена погрязает в этом домашнем хозяйстве, в детях. И в какой-то момент жена вспоминает: а да, у нас была мечта действительно поехать в Париж, мы хотели там наслаждаться жизнью, но муж не хочет что-то менять. Ему и так все вроде бы все едет, все работает, и в какой-то момент он отказывается от мечты. Жена находится, героиня Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо снимаются в этом фильме, находится в положении, она не хочет этого ребенка, она не понимает, как вообще дальше, как чего, и делает аборт на сроки, когда уже нельзя делать. Понятно, у нее кровотечение, она больше не может так жить, и просто это все прервало ее жизнь. Фильм заканчивается слезами Леонардо Ди Каприо. Он сожалеет о том, что не смог сделать свою женщину счастливой, не смог воплотить мечты свои, ее, и просто сожалеет о том, что жизнь так сложилась его, и плачет. Я думаю, что нужно всегда следовать за своей мечтой, как бы тяжело не было, как бы трудно все бы не давалось, но обязательно нужно не унывать, и все обязательно получится. Я рада была, что вы прослушали это видео. Рада была чем-то поделиться с вами полезным. Спасибо за то, что вы со мной. До встречи в новом видео. Пока.